спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Вика, и мы с вами находимся в Никосии. Это столица Кипра, и это считается деловой и, в общем-то, самый главный город здесь. Ну что же, отправляемся в старый город. Уникальным Никосию делает тот факт, что это как бы две столицы в одной. Никосия является последней разделенной столицей в мире. Южная часть принадлежит Республике Кипр, а северная часть считается турецкой и является центром оккупированной территории Северного Кипра. Граница между ними проходит прямо по историческому центру города и называется Зеленая линия. Из-за того, что город разделен на две части, помимо английского названия Никосия и греческого Левкосия, у него есть еще и турецкое название – Левкоша. На дорожных указателях Кипра можно увидеть все эти названия. Если вы планируете поездить по разным частям острова, вы обязаны посетить и столицу. Однако не рассчитывайте на небоскребы и сумасшедшую жизнь большого города. Что касается потока машин и пробок, это да, здесь этого достаточно в час пик. Однако в большинстве своем это прагматичный город, в котором много жилых кварталов, пыльных дорог и парковок. Конечно же, здесь есть неплохие рестораны, бары и кафе, но не рассчитывайте на низкие цены. Все-таки столица – это деловой и финансовый центр Кипра. Кстати, сегодня Никосия является самым густонаселенным городом Кипра, в котором проживает более 300 тысяч человек. В греческой части города Кьюбо Зеленой линии проживает около 250 тысяч жителей, а к северу, в турецкой части, около 80 тысяч жителей. В Никосии расположены все крупнейшие сетевые магазины Кипра. Например, одежду и аксессуары брендов класса люкс на Кипре можно приобрести только здесь. В центре существует несколько так называемых торговых улиц, где расположены бутики известных мировых дизайнеров. Кроме того, на въезде в город расположены крупнейший торговый центр острова The Mall of Cyprus, а также популярный IKEA. Все самые интересные достопримечательности Никосии сосредоточены в старом городе, и их легко обойти пешком. Если вы приедете в Никосию из Ларнаки или другого города Кипра на автобусе, главная остановка находится прямо за городскими стенами, что довольно-таки удобно. Если же вы приедете на машине, здесь также полно парковок недалеко от старого центра, примерно за 3 евро на весь день. Кстати, главный аэропорт Кипра и Ларнака находятся в 40 минутах езды на машине, а курорт Айанапа в около часа езды. Несмотря на свою удаленность от побережья, город был основан в 7 веке до нашей эры и первоначально назывался Ледра. Считается, что город был непрерывно заселен с начала Бронзового века. Как и многие другие места Средиземноморья, Кипр много раз переходил от одной империи к другой и в свое время контролировался греками, египтянами, французами, венецианцами, османами и даже англичанами. В составе Византии город получил греческое название Левкосия, что означает «белый город». А в XII веке с приходом на остров европейцев в употребление вошло название Никосия, которое связано с древнегреческим именем Ника, богини победы. Старый город Никосия окружен удивительно идеальной круглой стеной, перемежающейся бастионами, которые делают крепость сверху похожей на звезду. Эти стены были построены венецианцами в XVI веке и остались практически нетронутыми. Общей протяженностью около 5 километров стены являются шедевром инженерной мысли того времени. В прошлом вход в город был возможен только через 3 ворот, каждый из которых имели свое название. Самые известные из них, ворота Фомагусты, были главными и самыми впечатляющими воротами города. Ребята, вот так вот выглядит Никосия. На самом деле здесь мало чем можно заняться, особенно с детьми. Мне кажется, здесь больше всего интереснее всего для взрослых посмотреть, как выглядит единственная разделенная столица мира. Кажется, что здесь просто недавно была война. Конечно же, Никосия пострадала во время непорядков в 1974 году. Здесь очень много старинных зданий, но не все они хорошо сохранились. Которые хорошо сохранились, выглядят очень такими атмосферными, фотогеничными. В общем, если вы хотите такую вот фотосессию с старинными зданиями, то вам лучше всего в Никосию, конечно же.
также находится большинство музеев Кипра. Из-за недавнего карантина и не такого большого количества туристов, большинство из них, к сожалению, пока закрыты. Однако рекомендую посетить Государственную галерею современного искусства СПЭЛ, которая находится напротив ворот Фомагусты. Вход здесь свободный, здесь отличные выставки современного искусства. Кроме того, здесь можно немного передохнуть от жары, так как здесь отлично работают кондиционеры. Ребята говорят, что вот здесь вот есть очень хорошее кафе, которое пользуется спросом у местных, но, к сожалению, оно открывается только со среды. Сегодня вторник, и я не смогу его вам показать. Сохраните себе на заметку. С недавнего времени в старом городе появилось еще одно интересное место. В первый день строительства новой ратуши Никосии были обнаружены важные предметы старины. Строительные работы были даже приостановлены на несколько лет, и весь дизайн здания пришлось изменять, чтобы соответствовать новой ситуации с обнаруженными древностями. Впоследствии археологи продолжили раскопки и создали открытый археологический парк прямо в центре города. Раскопки в основном варьируются от византийского до османского периода, но были также найдены здесь предметы, относящиеся к более позднему бронзовому веку. Несмотря на то, что в старом центре города полно колоритных улиц, самой известной из них является пешеходная улица Ледра. Здесь множество магазинов, баров, кафе и закусочных. Это одно из немногих мест в старом городе, где постоянно кипит жизнь. Кроме того, в конце этой улицы к северу находится один из самых популярных контрольно-пропускных пунктов на зеленой линии. Ранее раздел Кипра и его столицы не мешал туристам путешествовать по обоим частям Кипра. Однако из-за коронавируса этот контрольно-пропускной пункт сейчас закрыт, и переход границы возможен только если у вас имеется вид на жительство на Кипре. Раньше достаточно было иметь действующий паспорт с многоразовой шенгенской визой, и вы бы смогли переходить границу туда-обратно без проблем. На турецкой стороне Никосии можно было ощутить более восточный дух города и посетить исторические достопримечательности, которые связаны с османским периодом. Кстати, если в будущем вы будете путешествовать на Северный Кипр на машине, то имейте в виду, что на границе вам нужно будет приобрести специальную страховку для машины. Ее стоимость примерно 20 евро. Однако, если вы приедете на Кипр в этом году, будьте осторожны и не переходите границу без особой надобности. Из-за вируса правила меняются очень часто, и возможно, что вы не сможете перейти границу обратно. Параллельно улице Ледра проходит Анасагору, также пешеходная и не менее оживленная улица. В последние десятилетия старый город процветал именно благодаря этим двум улицам, на которых расположены популярные магазины и кафе, вернувшие жизнь старому городу. Кроме того, рядом находится живописный квартал под названием Лаки-Гетония, что в переводе означает «соседский квартал». Это специально отреставрированный район старого города, все здания которого выдержаны в стиле 20-х годов прошлого века. На улицах Лаки-Гетония много сувенирных лавок, ремесленных и художественных мастерских, а также уютных кофеен и таверен. Место довольно-таки колоритное и как будто создано для туристов. Обязательно загляните сюда, если хотите купить сувениры. В лавках продается все, от серебряных украшений до кипрских скульптур и кружевной вышивки. В целом, я рекомендую ехать в Никосию, если вам интересно посмотреть на зеленую линию, разделяющую город на две части, а также сделать атмосферные фотографии на старых улочках города. Кроме того, просто интересно увидеть, как выглядит столица Кипра, и также посмотреть, как тут живут местные люди. Обязательно включите столицу в маршрут поездки, если в будущем вы соберетесь посмотреть регион Северного Кипра.